Приветствую, друзья! Начинаем развлекаться, и в этом видео мы за 2 минуты откорректируем показатель отказов для Google Analytics с помощью инструментов Google Tag Manager. Как настроить показатели отказов для Universal Analytics и Global Site Tag с вмешательством в исходный код, я рассказывал в прошлых видео. Там мы добавляли в сниппет счетчика дополнительную строчку с методом setTimeout. Помните, да? В сегодняшнем видео нам не понадобится лезть в код, потому что у нас есть Google Tag Manager. Итак, переходим в раздел «Триггеры» и создаем новый. Нам нужен тип «Таймер». Разберем его настройки. Имя события нас не интересует, оставляем значение по умолчанию. Интервал – это время между отправками событий по данному таймеру. Давайте ориентироваться на метрику, ведь в этом главная идея, и поставим 15 тысяч миллисекунд, что соответствует 15 секундам. В поле ограничения указываем единицу. Таким образом, таймер отправит только одно событие после начала сеанса. В условиях включения триггера предлагаю указать все страницы сайта. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой вариант, пожалуй, выглядит так. Page URL содержит имя домена. Можно указать пару букв из названия домена. В моем случае я пишу Test My Site, а в вашем случае будет что-то другое. Такое условие описывает все страницы сайта, то есть данный триггер будет срабатывать при посещении любой страницы вашего ресурса, что нам и нужно. Условия активации – все таймеры, поскольку других у нас нет. Итак, друзья, только что мы настроили таймер, который отправляет в уровень данных события с именем GTM Timer через 15 секунд после начала сеанса. И делает это для каждой страницы. Интересный момент, уважаемые зрители. Для нас не важно, что делает этот таймер. Для нас главное, чтобы триггер активировался через 15 секунд после начала сеанса. Вот и все. Теперь мы создаем тег типа Universal Analytics, который будет отправлять в аналитику пользовательское событие после активации триггера. Тип отслеживания события. Задаем атрибуты, категория и действие. Не взаимодействие оставляем по умолчанию, о нем позже. Указываем переменную настроек. В качестве триггера выбираем созданный ранее таймер. Сохраняем тег, указываем человеческое название. Дело за малым – проверить работу тега в режиме отладки, а затем опубликовать новую версию контейнера. С этим вы справитесь, а я отправляюсь в другой аккаунт, чтобы продемонстрировать вам работу таймера. Есть еще один вариант решения. Идея простая. Поскольку таймер отправляет некое событие на уровень данных, мы можем использовать это. В таком случае создадим такой же тег, который будет отправлять события в Google Analytics. Но для чистоты эксперимента укажем другое действие по событию. Здесь, внимание, выбираем триггер типа «Пользовательское событие» и в поле «Имя» укажем имя того события, которое пушит таймер на уровень данных, то есть GTM Timer. Если видео получилось полезным, ставьте пальцы вверх и поделитесь с друзьями. Смотрите дальше, ребята.